Передаю привет из 2018 года. Это канал «Покинутый мир». Сегодня я решил совместить два дела: погулять по заброшенным деревням и найти елку домой. Приятного просмотра. Тут немножко все обвалилось и занеслось снегом. Мышки! Ничего себе, крысы какие огромные! Вот это да! Хвостик, смотрите. Тут еще аудик стоит, я уже к нему подходил как бы. Без номеров, к счастью. Придется их скрывать. Открыл я дверку и закрыл. Аудик этот стоит уже несколько лет, потому что здесь опять свои дела наделали крысы. Брошенная машинка, никому такие не нужны, разумеется. У нее даже стекло битое. Вряд ли ее можно будет продать кому-то даже за 100. Люди это понимают, поэтому и бросают такой хлам. У нее открывается багажник. Здесь газовый баллон, который воняет. Ага. Запасочка даже есть. И не докатка, а вполне себе полноценная. Топора я тут не наблюдаю, которыми нужен. Поэтому пойдем дальше. Опять какое-то небольшое предновогоднее уныние. Просто идешь и понимаешь, что когда-то здесь какой-то мужик закрывал вот эту дверь воображаемую, спешил домой в это же время. Скоро поставит на стол чего-нибудь горячительного, нарежет колбасы, будет отмечать. Но уже нет ни этого мужика, ни этих дверей. А с другой стороны, радуешься, что можешь все это созерцать. Забавно, скажу я вам. Все в паутине. Просто когда ты понимаешь, что ближайшие час или два пройдут незабываемо. Когда ты будешь удивляться чему-то, наконец-таки снова рога. Небольшие рога, но рога. Здесь достаточно все современное, хотя людей не было времечка. Телевизор стоит. Копались, конечно, уже здесь. О, новокаин. 0,5% раствор, 10 ампуль. Чего тут только нет. То, что уже давно перестало производиться. Десятки лет назад. Есть также и современные вещи, которым, правда, тоже больше 10 лет. Вот такие шкафы интересны, конечно. Не из-за книг даже. Просто сама его атмосфера. Альбомы эти, к сожалению, пустые. Да. Последний тоже. Что ж, пора идти сразу и в следующую комнату. Вот, я так понимаю, фотографии, которые были в этом альбоме. Почему-то они все выбраны. Шумное застолье. Скорее всего, в этом же доме
Как это вообще было? Это было здесь или нет? Скорее всего, нет. Вот длинная комната какая-то. Все сложено в ящике, человек, скорее всего, умер. И приготовились его добро уже выносить. Оно все успело покрыться ржавчиной, заплесневеть. Так и не вынесли. Почему-то. Непонятно, где эта комната. Что это такое? Это стекло от керосиновой лампы. Множество всяких безделушек. А вот кто-то копался. Обычно в таких вот штучках лежит действительно янтарь. Янтарные украшения вроде запонок или сережек. Такой слой. Мышки свои дела делают. Однако все еще можно найти крупу, которую не поели мыши, и приготовить себе еду даже спустя десяток лет. Что здесь? Для эскизов. Это блокнотик для эскизов просто. Достаточно бедный домик вообще. Но суть в другом. У него есть своя атмосфера. Кроме того, этот человек был охотником. Здесь множество патронов. Очень много свечей. Были проблемы с электричеством. Здесь что-то лежит. Предохранители, все для пайки. И следующая дверь. Еще одна дверь на улицу. Чердак. Дверь. Ах ты маленькая заразинка. Мышки! Смотрите, или это вообще хомячки какие-то? Такие маленькие. А слышно их? Таким образом мы переместились в следующую комнату. Я занимаюсь постановками, размещаю мышек. О! А это очень необычный подсвечник, кстати. Он, скорее всего, самодельный. Все равно забавный. Этим гвоздиком открывали. Ага. Пистолетик детский, игрушечный. Вообще это очень редкая вещь. Смотрите-ка. Сюда, так понимаю, вставляются какие-то патрончики. Может, это пистолетик на пистонах. Вот он закрывается. Забавно. Какого года? Года 70-го. Скорее всего. Может, даже раньше он был произведен. Конечно, кто я буду такой, если не загляну в холодильник. Он пуст, к сожалению. Совсем. Жалко. Очень жалко. Ладно, что-то еще осталось на первом этаже, наверное.
что я не видел. Дровишки заготовленные лежат. Так ими никто уже не воспользуется. Мышки жрут кофе. Грязно здесь очень. Грязно и уныло. Что-то старинное. Давно очень вырезано из дерева. И краска эта старая тоже. Облупилась вся. Покрашена несколько раз. Так. С той комнаты я начинал. Пожалуй, все на первом этаже. Интересно, что здесь с погребом. Он должен быть там, где доски. Так. Вперед. Что будет, если тебя кто-нибудь цапнет за ногу или закроет? Да я думаю, это не случится, потому что двери за собой я закрываю, я же не дурак. Итак, здесь даже лампочка есть. Достаточно пустой подвал. Это гусеница. Фу. Жесть. Насосы, цепи. Ржавое все. Керосиновая горелка. А и, собственно, больше ничего здесь нет, к сожалению. Вот такие погреба на самом деле обычные скучные. Все почему-то норовят в них залезть. А лучше, что там можно найти, это банки с огурцами. Если у тебя есть металлоискатель, конечно, можно поискать монетки. Но на этом все. Чердак. Чердаки поинтереснее, конечно же, чем какие-то погреба. Ух ты, какой тяжелый. Ого. Здесь много чего лежит и аккуратно лежит. Ух ты. Вау. Сходу уже много всего вижу. Недорогого, но атмосферного. Здесь какая-то плитка, какая-то масленка, чемодан, термос. Еще один чемоданчик. Сколько литературы. Очень много. Почему же сразу на потолок смотреть? Может, какие-то керосиновые лампы висят. Но что-то как-то нет. Шкуры животных. Связаны. Точно в какую-то игру попал. Шкуры животных там собираешь. Часы с маятником, называются янтарь. Две прялки, более-менее целые. В каждом нормальном доме таких несколько штук встречается. Вот и в этом они стоят на чердаке. Что за ними? Какие-то железки, чья-то черепушка. Ну, в смысле, животного какого-то.
Береста для растопки, книжки, шкурки животных опять. Это подставки, что-то тут. Что это? Что это такое? Вообще понятия не имею. А это? Сейчас я вам покажу, подождите. О! Охотничьи патроны. А внутри? Кто бы думал, охотничьи патроны. Но все стреляные. К тому же бумажные, то есть они вообще не пригодны для чего. Тут пусто. Так, что я хотел показать? Что-то хотел. Вот. Сейчас откроем. Что это такое? Что это может быть? Была бы зажигалка, я попробовал. Скорее всего, это янтарь. Янтарь на каких-то деревянных штучках приклеенный. Туда, скорее всего, он прессованный. Какие-то как украшения там. Стеклышки. Непонятное вообще что-то. Почему-то это все собрано в банку и закрыто. Да, здесь машинка стоит вдалеке от человеческих глаз. Стоит Жигуль. А как его открыть? Закрыты у него двери. А вот это, похоже, не закрыто. Так, что-то там застряло. Оп. Вот это да, здесь мох уже вырос прямо. Ключей в зажигании нет. Да и смысла от них не было бы. Я думаю, все это понимают. Однако приборка все еще в более-менее неплохом состоянии. Все осталось, даже прикуриватель. Сейчас аварийка заработает обязательно 10 лет спустя. Кстати, она была включена. Кто-то уже залезал и тыкал кнопочки, скорее всего. Такие дела. А вот елку найти красивую гораздо сложнее, чем нормальный заброшенный дом оказалось. Либо со мной что-то не так, либо это какой-то особый вид тощих елок. Ель я таки нашел. Надеюсь, это было последнее дерево, которое я срезал. Пришла в голову идея не резать несчастных, а ставить прямо в большом горшке. Желаю всем в новом году замечательных идей и перемен. Надеюсь, до скорой встречи. Пока.